Через 3 дня рынки могут столкнуться с событием, которое либо окончательно сломает текущую паузу, либо запустит новый цикл ликвидности. И нет, дело вообще не в самой ставке ФРС. Рынку давно плевать на цифры. Это первое заседание ЦБ в этом году, и формально все уже заложили сценарий, что ставку не тронут, но именно в этом и кроется главная опасность, потому что сейчас никто не будет смотреть на очевидное решение. Все будут вслушиваться в каждое слово Пауэлла. Проблема в том, что ему уже нечего повторять. Инфляция снижается, данные Truflation показывают 1,2%, рынок труда остается напряженным, и старая песня про «нам еще нужно больше данных» больше не работает. И самое важное, у Пауэлла по факту осталось несколько месяцев, потому что уже в мае в ФРС приходит новый глава Кевин Хассет, человек с одной задачей – резко смягчать денежно-кредитную политику и вернуть экономике стимулы, а значит Пауэлла рынки просто списывают. Но эта неделя становится по-настоящему взрывоопасной из-за одной вещи. За 6 часов до выступления Пауэлла на сцену выйдет Трамп. Он открыто ненавидит главу ФРС, ему очень необходима дешевая ликвидность в преддверии выборов, и он может публично уничтожить доверие к текущему Федрезерву еще до начала заседания, просто заявив, что слушать Пауэлла больше нет смысла. Если это произойдет, рынки будут реагировать уже не на ставку, а на конец эпохи Пауэлла, ведь с приходом нового главы политика ФРС изменится полностью, и биткоин, как высокорискованный актив, который на 100% зависит от избытка ликвидности, отреагирует первым. Поэтому сегодня мы разберем, чего на самом деле ждать от встречи ФРС 28 числа, возможно ли неожиданное снижение ставки, как биткоин может повести себя на последней неделе января, ведь сейчас он снова застрял в узком диапазоне, и какие точки входа я готовлю под ближайшее событие. Но давно мы не говорили об альтах, многие опасаются, что альты просто умерли, ведь биткоин стоит и это отражается на всем рынке. Альты давайте разберем уже в следующем видео, и чтобы оно вышло как можно раньше, поставьте 1000 лайков. Также пишите комментарии, $10 с прошлого видео получает этот зритель. А с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, крипторынок снова решил взять паузу, и пока золото, серебро и S&P 500 пробивают хаи, биткоин отдыхает. Но волатильность, вероятно, запустит предстоящее заседание ФРС. И как всегда, первыми свежие данные и тезисы Пауэлла получат подписчики моего телеграм-канала, ну и в том числе выступления Трампа. В последнее время в телеграм я часто делюсь своими мыслями, особенно по поводу золота, серебра и доллара. Там есть все актуальные новости и свои новые торговые идеи, которые я не успею разобрать в этом ролике, выложу в телеграм. А также перед встречей ФРС вас будет ждать прогноз и ключевые сценарии, так что подписывайтесь. На текущий момент рынок почти не оставляет пространства для сюрпризов. Вероятность снижения ставки ФРС на ближайшей встрече оценивается всего в 4%. То есть по факту рынок почти на 100% уверен, что ставка останется без изменений. Диапазон в 3-3,5% сохраняется, и это полностью соответствует той траектории, о которой говорил Пауэлл еще в конце прошлого года. Формально это выглядит как пауза, и да, начинать год с паузы не лучший сценарий для рискованных активов. Но ключевой момент в том, что сейчас рынок вообще не торгует саму ставку. Если посмотреть на динамику последних месяцев, мы уже видели несколько снижений ожиданий. Рынок заранее закладывал смягчение политики, именно поэтому текущая пауза уже частично отыграна в цене. Биткоин скорректировался, волатильность снизилась, а участники рынка перешли из режима агрессивного риска в режим ожидания. Но реальный фокус сейчас сместился полностью с цифр на риторику. Исторически это подтверждается статистикой. За последние 10 лет более 70% сильных движений на рынке происходили не в момент изменения ставок, а в момент после пресс-конференции ФРС, когда инвесторы начали интерпретировать тон и направление будущей политики. Дополнительное давление создают макроданные. Инфляция продолжает замедляться, и, например, альтернативный индекс инфляции показывает значение около 1,2%, что уже гораздо ниже цели ФРС в 2%. При этом рынок труда остается перегретым, уровень безработицы держится на высоких значениях, а потребительская активность не показывает резкого охлаждения. В таких условиях у Пауэлла почти не остается пространства для жесткой риторики. Любые заявления в духе «инфляция остается угрозой» будут восприниматься рынком как оторванные от реальности. Именно поэтому каждое слово будет разбираться под микроскопом. Важно понимать и временной фактор. До потенциальной смены главы ФРС остается всего несколько месяцев, и рынок уже начинает дисконтировать будущую политику. По факту это означает, что даже при сохранении ставки без изменений, текущая коммуникация ФРС может быть последней, которая воспринимается как долгосрочная. Любой намек на смягчение, на обсуждение будущих снижений или на признание победы над инфляцией автоматически будет интерпретироваться как сигнал к развороту цикла. Для биткоина и всего крипторынка это критично. Исторические данные показывают, что в периоды расширения ликвидности биткоин в среднем опережал традиционные рынки на 30-50% по доходности в первые 6-9 месяцев после смены риторики ФРС. И наоборот, в фазах жесткой или нейтральной политики рынок либо консолидируется, либо уходит в боковик. Именно поэтому текущая неделя это не про ставку, а про ожидание. И не про решение, а про сигнал. Вывод здесь предельно простой. Снижение ставки сейчас ждать не стоит. Вероятность этого минимальна. Но именно риторика ФРС и общий тон коммуникации определяют, остается ли рынок в режиме ожиданий или начнет заранее закладывать новый цикл ликвидности. Если Пауэлл не сможет удержать жесткую политику, это станет первым кирпичиком в фундаменте будущего роста рискованных активов. Для крипты это не мгновенный памп, а
смена среднесрочного вектора, где биткоин снова начинает притягивать капитал, а альты получают шанс на восстановление. Но вот что еще интересно. Ходят слухи, что Трамп специально назначил свое выступление на 28 января, ровно в день встречи ФРС. Причем логика предельно простая. Выйти к публике раньше пресс-конференции Пауэлла и заранее подготовить рынки к тому, что он собирается сказать дальше. По сути, задать ФРС о том, что ФРС сегодня не спасает экономику, а наоборот ее душит. Когда ключевая ставка уже больше года держится в диапазоне выше 3%, бизнес занимает деньги под 7-9% годовых. Корпоративные банкротства за прошлый год выросли более чем на 22%, а обслуживание госдолга США обходится бюджету дороже $1 триллиона. Это уже не абстрактные цифры, а реальное давление на экономику. Именно на этом фоне Трамп, вероятно, будет говорить, что высокие ставки уничтожают рабочие места, давят рынок жилья и тормозят инвестиции, а решения Пауэлла, по его словам, просто убивают рост. Но самое интересное здесь даже не критика ФРС, а то, что может прозвучать дальше. Все больше разговоров о том, что Трамп может публично обозначить нового кандидата на пост главы ФРС, Кевина Хассета. Это человек, который давно выступает за мягкую монетарную политику и открыто говорит о том, что экономика растет быстрее, когда капитал дешевый, а ставки должны стимулировать бизнес, а не сдерживать его. Для рынков это выглядит как потенциальная смена режима. Уже сейчас начинают закладывать ожидания снижения ставки на 1-1,5% в горизонте ближайших 6-9 месяцев. Доходности по десятилетним облигациям могут идти с текущих 4,2% в район 3,7-3,5%. Доллар в таком сценарии легко потеряет 5-8%, а риск активы получает мощный импульс. И здесь важно понимать одну вещь. Рынок всегда реагирует не на факт, а на ожиданиях. Исторически каждый цикл смягчения политики ФРС сопровождался ростом глобальной ликвидности на 8-12% и притоком капитала в рискованные активы, в том числе и в крипту. Поэтому даже сами разговоры о смене главы ФРС и развороте политики уже сегодня могут менять поведение крупных игроков. Если Трамп реально использует встречу ФРС как политическую сцену и продаст рынкам идею, что Пауэлл это тормоз, а Хассет будет стимулировать экономику, мы можем увидеть начало одного из самых резких монетарных разворотов в США за последние годы, и рынок начнет отыгрывать этот сценарий задолго до любых официальных решений. Такие заявления Трампа потенциально могут усилить волатильность на рынке, и биткоин может выйти из этой консолидации, которая началась после падения. Поэтому я, как и говорил в прошлом ролике, продолжаю торговать в рамках этого треугольника, используя поддержку для открытия лонгов, а сопротивление для входа в шорты. Но кроме биткоина я торгую на других монетах, вместе с участниками нашей подписки Coin22 Pro. В преддверии следующей экономической недели команда аналитиков Pro готовит для вас лучшие точки входа, чтобы закрыть побольше профитных позиций, как мы это сделали за последние 7 дней. Кроме этого, вы получаете доступ на пошаговое обучение, у вас будет поддержка 24/7 на каждом этапе работы, и сейчас мы продолжаем собирать оптимальные спотовые портфели на год, индивидуально под ваш депозит. Мы постарались сделать так, чтобы в Pro было все, что нужно для простой работы и заработка на крипторынке. Так что проверьте это лично, и все, кому интересно, переходите по ссылке в описании, а я продолжу тему ролика. Несмотря на то, что ФРС официально сохраняет паузу по ставкам и не объявляла о запуске количественного смягчения, по факту ликвидность в системе продолжает расти. Это важный момент, который рынок часто игнорирует, концентрируясь только на ставке, тогда как реальные денежные потоки формируются совсем в другом месте. В течение ближайших 3 недель Федеральная резервная система планирует выкупить казначейские векселя на сумму $55,3 миллиарда, о чем я говорил в начале года. Формально это не запуск печатного станка, но по своему эффекту для финансовой системы это все равно означает дополнительное вливание ликвидности. Эти деньги не исчезают, они сидят в банковской системе, повышая общий уровень доступного капитала и снижая давление на краткосрочные денежные рынки. Исторически именно такие операции создавали благоприятный фон для рискованных активов, даже в периоды, когда ставка оставалась без изменений. Когда ФРС выкупает государственные облигации, деньги не уходят в никуда, они поступают на счета первичных дилеров и банков, которые продали эти бумаги, увеличивая их денежные резервы. Часть этих средств остается в системе в виде избыточного резерва, а часть постепенно перераспределяется в другие активы, корпоративные облигации, фондовый рынок, сырье и в меньшей степени в альтернативные активы. Именно на этом фоне ликвидность начинает искать доходность, потому что держать деньги в кэше становится менее эффективно, особенно когда инфляционные ожидания остаются выше доходности по краткосрочным инструментам. Таким образом, я хочу сказать, что капитал, который поступает от выкупа облигаций, не просто хранится в деньгах, а банкам и разным фондам выгодно покупать те активы, которые имеют потенциал на рост, и по большей части они идут в риск, потому что доходности по облигациям падают, и уже интереснее становится покупать акции, ну и пробовать получить какой-то профит в крипте, по большей части на биткоине. Тем временем Министерство финансов США продолжает программу обратного выкупа собственных облигаций, или проще говоря, байбек. На этой неделе было выкуплено $4,8 миллиарда, из которых 2 миллиарда пришлось на дополнительный выкуп буквально за один день. В совокупности это означает, что рынок государственных бумаг получает чистый приток спроса, а часть капитала высвобождается и начинает искать альтернативные направления. Если посмотреть на статистику прошлых периодов, можно увидеть интересную закономерность. В момент, когда ФРС одновременно удерживала ставку и
и увеличивают баланс через операции с краткосрочными бумагами, биткоин в среднем показывал опережающую динамику, если сравнивать с фондовым рынком, на 8-12 недель. Речь не идет о резких импульсах, но в таких фазах биткоин чаще переходил из режима коррекции в фазу накопления, с постепенным ростом доли капитала, которая перетекала в крипторынок. И, конечно же, важно понимать масштаб. 55 миллиардов долларов – это не сумма, которая напрямую пойдет в крипторынок. И давайте откровенно, это очень маленькая сумма, которая способна запустить пам даже и на финансовых рынках, например, на тех же акциях. Потому что если взять стимулирование ФРС, которое было в 2020 году, в момент пандемии, там были триллионы долларов. Но тем не менее сейчас 50 миллиардов, 40 миллиардов уже пришло, часть мы получим от Минфина, и так постепенно набирается какая-никакая ликвидность. Но даже перераспределение 1-2% от этих объемов в сторону крипты означает потенциальный приток капитала на 500 миллиардов долларов. В данном случае крипта получает большое преимущество, потому что рынок сам по себе маленький, капитализация небольшая, и тот же биткоин при вливании таких денег может легко показать очень хорошие проценты роста, потому что его капитализация по сравнению с фондовым рынком очень и очень маленькая. При этом текущая ситуация остается далеко от перегрева. Ставка остается высокой, официальной смены политики ФРС не произошло, а значит рынок по-прежнему находится в фазе ожидания, а не эйфории. Это снижает риски резких разворотов, но одновременно ограничивает скорость роста. Именно в таких условиях биткоин чувствует себя спокойно. И вывод здесь у меня достаточно прагматичный. ФРС может говорить о паузе и осторожности, но реальные действия указывают на мягкое расширение ликвидности. Это не сигнал к агрессивному росту, но это фундамент, на котором формируется потенциально позитивный среднесрочный сценарий для биткоина и крипторынка в целом. Если текущая операция продолжится, то рынок получит больше времени и ресурсов для восстановления, без необходимости закладывать резкие движения и завышенные ожидания. Но, конечно же, самая главная проблема заключается в том, что сейчас нет той ликвидности, которая могла бы так сильно запампить рынок. Повторюсь, биткоин — это тот актив, который растет только на фоне избыточной ликвидности. Сейчас же условия выстраиваются таким образом, что наблюдается нестабильность и неопределенность на фоне действий Трампа, и фонды для заработка выбирают два направления. Это драгоценные металлы в виде золота и серебра, которые растут, и фондовый рынок, который также растет на фоне заявлений Трампа, потому что Трамп всегда делал ставку на бизнес. И получается, даже капитал, который потенциально может пойти от ФРС, он, конечно же, сразу не пойдет в биткоин. Он направится в золото, направится в облигации, направится в фондовый рынок, а в биткоин может пойти только избыток этой ликвидности. И это произойдет только в том случае, когда снизят ставку до 2%, а лучше до 1%, и каждый месяц ФРС будет выкупать облигации на 500, а лучше 700 миллиардов долларов. В таком случае, да, мы можем получить избыток ликвидности, который более активно будет задавать рост на крипторынке. Но если посмотреть не на эмоции рынка, а на сухую статистику, то в 2025 году реакция биткоина на заседание ФРС и выступление Пауэлла была далеко не однозначной. И это важный момент. За весь 2025 год прошло 8 ключевых встреч ФРС. Каждая из них, которая сопровождалась пресс-конференцией Пауэлла. В 5 случаях из 8, то есть примерно 62%, биткоин показывал снижение в первые 24 часа после выступления. Среднее падение в этих случаях составляло около 3%. При этом в 2 заседаниях просадка превышала 5%, что говорит о чувствительности рынка к жесткой или нейтральной жесткой риторике. Однако, если расширить горизонт и посмотреть не на первые часы, а на динамику 3-7 дней после заседания, картина начинает меняться. В 6 из 8 встреч, то есть в 75% случаев, биткоин либо полностью откупал первичное падение, либо выходил в плюс. Средний рост на горизонте одной недели после встречи ФРС составлял более 4%, даже в тех случаях, когда первоначальная реакция была негативной. Это говорит о том, что рынок часто сначала реагирует импульсивно на тон Пауэлла, но затем возвращается к оценке реальных условий ликвидности. Если разделить заседание по характеру риторики, статистика становится еще показательней. В тех случаях, когда Пауэлл делает акцент на борьбу с инфляцией и необходимости сохранять жесткие условия, биткоин чаще падал в моменте, но при этом не обновлял локальные минимальные уровни в 80% случаев. А вот когда риторика была нейтральной или допускала обсуждение будущих смягчений, биткоин в 4 из 4 таких заседаний показывал положительную динамику в течение недели после выступления. Отдельно стоит отметить волатильность. В дни встречи ФРС средний внутренний дневной диапазон биткоина увеличивался примерно на 35-40% по сравнению с обычными торговыми днями. Это означает, что рынок использовал риторику ФРС скорее как триггер для перераспределения позиций, а не как фундаментальный разворот тренда. Крупные игроки чаще заходили в рынок именно после резких движений, а не до выступления. И получается, можно сказать, что да, в 2025 году биткоин чаще падал сразу после выступления Пауэлла, но в среднесрочной перспективе чаще рос, особенно если за риторикой ФРС не следовало реального ужесточения ликвидности. Встречи ФРС стали для биткоина не точкой разворота, а точкой повышенной волатильности и возможностью для набора позиций. Поэтому ключевой риск — это не само заседание, а первые эмоциональные часы после него. Тогда как по статистике, более выгодная фаза
начиналась уже после того, как рынок переваривал услышанное. Но какая же реакция может быть на этот раз? На данный момент биткоин торгуется выше ключевой восходящей линии тренда, которую мы подробно разбирали в прошлом видео. И это принципиально важно. После снижения рынок не продолжил падение, а перешел в фазу консолидации в максимально узком диапазоне в районе 90 тысяч. За последние дни амплитуда движения сократилась до 2-2,5%, что является одним из самых низких показателей волатильности за последние месяцы. Такая сжатая структура после падения чаще всего указывает не на слабость, а накопление. Сохранение восходящей линии тренда после коррекции – это сильный сигнал. Если следовать данным, то в более чем 65% случаев, когда биткоин удерживал восходящую структуру после импульсивного движения, рынок либо продолжал расти, либо уходил в боковик с последующим выходом вверх. Кстати, такой вариант я использую при торговле через моего официального партнера биржу BitGet, которая для всех моих зрителей раздает крутые бонусы, поэтому торгуйте, ссылка есть в описании. И что важно, в текущей структуре цена продолжает формировать более высокие минимумы и более высокие максимумы, а это главный критерий восходящего тренда. Если провести дополнительную линию сопротивления по верхним точкам, на графике формируется полноценный восходящий торговый канал, внутри которого уже читается медиальная линия, которая выступает магнитом для цены. Потенциальный базовый сценарий на ближайшее время – это движение вверх в сторону медиальной линии в преддверии встречи ФРС. В процентном выражении это дает потенциал движения примерно на 4-6% от текущих значений. После этого я предполагаю локальный откат обратно в область поддержки, что в целом укладывается в текущее слабое движение биткоина. При условии, что биткоин закрепится выше зоны 94 тысячи, я буду смещать фокус от краткосрочных шортов в сторону продолжения лонгов, потому что с точки зрения риск-прибыли, вход от линии тренда или по факту по рынку остается самым базовым и логичным сценарием в текущей фазе рынка. Но при этом нужно понимать, что рынок сейчас живет не только техникой, а и ожиданиями. С точки зрения фундаментала существует два ключевых сценария. Для продолжения роста рынку необходима нейтрально положительная риторика ФРС, не только со стороны Трампа, но и со стороны самого Пауэлла. Он должен четко обозначить, что при текущей паузе ФРС видит прогресс в борьбе с инфляцией и допускает возможность смягчения политики уже в будущем. В таком случае рынок воспринимает это как подтверждение, и рискованные активы получают импульс на продолжение движения. Если же Пауэлл займет жесткую позицию и даст понять, что пауза может затянуться, а в марте также не стоит ждать изменений, локально рынок отреагирует, конечно же, негативно. В этом случае мы скорее всего увидим повторный тест зоны поддержки, но даже тогда, пока восходящая линия тренда остается нетронутой, этот сценарий будет рассматриваться не как слом структуры, а как углубление консолидации. С учетом того, что у Пауэлла осталось по факту около 3 месяцев, пространство для жесткой риторики у него крайне ограничено. Явных проблем с инфляцией уже нет, удержание ставок на высоком уровне начинает давить на экономику, именно поэтому я больше склоняюсь к нейтрально-положительному сценарию на заседании 28 числа. В итоге рынок сейчас не боится самой ставки, рынок ждет сигналов. Ликвидность постепенно увеличивается, биткоин удерживает восходящую структуру и консолидируется выше ключевой поддержки, что говорит о наличии покупателей. Заседание ФРС остается триггером волатильности, но базовый сценарий остается сдержанно позитивным при нейтральной риторике Пауэлла. В принципе, лично мое мнение остается прежним. Я считаю, что для биткоина, как для рискованного актива, который очень сильно зависит от избытка ликвидности, снижение ставки ФРС и стимулирование экономики – это единственный фактор, который может вызвать очень сильный восходящий тренд. Да, без этого биткоин имеет потенциал на постепенный рост до уровня 95 тысяч, 97, до уровня 100 и даже чуть выше. Но если говорить о полноценном бычьем рынке, то биткоину крайне нужны очень низкие ставки. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что мнения у всех разные, и некоторые даже до сих пор думают, что ФРС вообще никак не влияет на рынок. Но в одном из наших роликов я доказал обратное. Также подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, жмите лайки, переходите в Telegram, где есть актуальная аналитика рынка, и увидимся в следующем видео. Нам всем желаю, конечно же, прибыльной новой недели, всем удачи, до скорых встреч!